Всех рад видеть. Для своих друзей, которые спрашивают меня о жизни в Англии, и всем тем, кому интересна эта тема, мы с моим другом Лешей решили сделать такой вот YouTube-канал на коленке. Леша, спасибо за монтаж. В этом блоге будем рассказывать про жизнь одноэтажной Англии, про то, что здесь можно посмотреть, куда можно сходить и как здесь вообще живется. Поэтому подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить наши видео. Тоже оставляйте свои комментарии, что, по вашему мнению, нужно добавить или, может, что-то убрать. Мы всегда рады критике. А сейчас мы начнем. Мы начинаем нашу прогулку с такой деревни, которая называется East Hendred. Она находится в графстве Оксфордшир, в южной ее части. Первое, что вы можете заметить, что здесь довольно красивые, может быть, какие-то дома могут быть или поля, но дороги совершенно разбиты. В этом блоге я не буду как-то превозносить плюсы или минусы, просто буду показывать все, как есть в реальности. Дороги здесь действительно не особо хорошего качества, но эстетически дома выглядят неплохо. Это вот старая часть этой деревни. Что можно рассказать про эту деревню? Эта деревня располагается между двумя непримечательными английскими маленькими городками, которые называются на английском town. Town — это город, небольшой город, в котором нет кафедрального собора. Он всегда называется town по английским меркам. Если это называется City, там, допустим, Манчестер Сити, как футбольная команда, либо Лондон, это значит, это крупный какой-то город, в котором есть кафедральный собор. В принципе, у англичан вот такая вот система распределения. Вот это вот здесь школьная парковка и частная парковка. Она используется местными людьми, которые любят сада. Они там паркуют свои какие-то сельские принадлежности. Здесь вот такие коттеджи. Чем еще примечательна эта деревня? Тем, что здесь есть два паба и две церкви. Одна католическая, вот вы ее сейчас видите, она называется Церковь Святой Марии. Это католическая церковь. Сама церковь была построена в 1856 году в таком готическом стиле. Так, Церковь Святой Марии, месса в 6:30 и в 6 и в 9:30 утра. Хорошо, посмотрим. Видимо, тоже здесь покойные прихожане покоятся. Я, как и обещал, вот здесь вид снутри. Здесь вот такие дизайны и орнаменты. Можно посмотреть. Получается, как мне сказали, здесь изображены 12 стояний Христа до момента того, как он был распят. И вот на таких витражах тоже какие-то библейские сцены или святые. Здесь вот такой вот маленький орган. Это прихожан. Сейчас он закрыт. Тоже здесь все сидят. Кто-то, может, там исповедуется. Здесь сама Мария. Здесь вот такие святые. О, что там интересно? Какая-то пушка стоит. Католики что-то готовят, видимо. Шучу, это для обогревания помещений зимой используются такие газовые пушки. Здесь, как мне сказали, проводится обряд крещения. Здесь можно поставить свечки. Это бесплатно, но если хотите, можете поставить, пожертвовать за это деньги какие-то. Так вот здесь все происходит. Давайте посмотрим. Там вон алтарь. И вот здесь сейчас человек убирается. Вот такие вот виды здесь внутри. Сюда идет чтение
даже есть гарнитура, так что, чтобы все слышали общие молитвы. Так вот церковь выглядит изнутри. Друзья, смотрите, священник живет в одном здании. Потом, если ему срочно нужно перебраться куда-то, он идет через вот такой вот импровизированный мост и попадает в свою церковь. Так можно быстро скрываться людей. В принципе, уровень здесь довольно-таки высокий. Смотрите, прям подниматься ступеньками надо. Если мы пройдем дальше вниз по улице, вот этой, называется улица Святой Марии, опять же имеет отношение к этой церкви, вы, в принципе, все, что вы увидите, это все будет средневековая часть этой деревни. И постепенно сможем выйти уже больше ближе к пабу, ближе к англиканской церкви, которая здесь неподалеку, вон буквально перед нами возникает уже англиканская церковь. Здесь расстояния не такие большие, можно все буквально за несколько минут пройти. И в таких деревнях в основном живут люди, которые не любят особо шумной жизни, такой городской. В основном люди, которые работают с дома, предпочитают подобного рода жизнь, потому что здесь, как видите, довольно не шумно. Здесь не так много людей. И в основном, если кто-то ходит, то прогуливается с собакой или еще с кем-то. Вся здесь система, которая есть, она здесь строится только на том, что вы переезжаете в эту местность, вы работаете из дома и платите аренду своему лорду, которая гораздо ниже, если вы жили в каком-нибудь крупном городе. Поэтому здесь куда гораздо комфортнее жить. Это англиканская церковь. Я не знаю, скорее всего, это какая-то неоготика. Я небольшой такой эксперт в области архитектуры. Что также примечательным являются вот такие почтовые боксы, где вы можете просто отправить свои посылки. И почтальон просто приходит, открывает замком этот бокс и отправляет. Здесь сразу видно, какой день недели последнее обслуживание. Они это как-то меняют специально. Но можете отправить с понедельника по пятницу с 9 утра до 4, либо с субботу, наверное, также до 4 часов. С 7 это работает, а с 7 до 6. Далее мы проследуем в такую называю общественную аллею. Там будет располагаться такой комплекс, который называется Community Hall. В такого рода заведениях вы можете спраздновать свой день рождения, или день рождения своих детей, либо любые другие праздники. Это все, в принципе, довольно недорогие деньги. Ну, скажем, вечеринка на 15-20 человек здесь вам обойдется в 200-300 фунтов за 2-3 часа. Для Англии это недорогие деньги, с учетом того, что в других местах где-то вы можете потратить 300, 400, 500 фунтов. Поэтому самым лучшим способом позвать кого-то на какой-то день рождения или праздник, англичане не зовут людей домой. Дома здесь не такие огромные. И, в принципе, не принято приглашать каких-то друзей со школы в большом количестве к себе домой. Принято приглашать этих людей вот в такие комьюнити-холлы или встречаться и праздновать свой день рождения в ресторанах. Раньше этой деревней руководил Томас Мур. Это был английский канцлер, правая рука короля Генриха VIII. Из-за того, что он не желал отказываться от своей католической веры, он был приговорен к смерти. Его заточили в Тауэре в Лондоне,
и затем подвергли наказанию за дерзость. Вот, кстати, это владение его семьи. То есть там он живет, ну, не сам Томас Мур, а член его семьи. И если мы продвинемся далее по этим улочкам, можно будет наконец-то прийти к тому, что большинство людей любят. Это как раз таки пабы. Английские пабы — это, конечно, нечто. Вот, кстати, это часто, хоть это и частная собственность, можно немного зайти. Раньше там располагались конюшни. Сейчас, как вы видите, там сушат вещи где-то. Вот здесь есть тоже такая вещь, колонка. Большинство жителей постсоветской России. Что еще можно сказать про эту деревню? В этой деревне, помимо всего прочего, есть католическая школа. Обычно в католические школы детей отдают либо католики, либо иностранцы, которые не любят отдавать детей в государственные школы, где есть программа воспитания, более основанная на современном подходе. Рассказываются вот эти вещи менее консервативные, там, про ЛГБТ и прочие вещи. Родители этих детей в основном предпочитают католическую школу, потому что там более консервативное воспитание. Там в основном ознакомливают детей с тем, что есть такие люди, что их не надо бояться либо бить. Это первый паб. Скорее всего, это принадлежит тоже членам семьи Томаса Мура. Они впоследствии стали семьей Эйстон. Называется так и называется. Руки Эймстонов. Мы непременно еще вернемся в этот паб. Я вам покажу цены, расскажу, что там и как. Эти будки использовались в качестве, где вы могли прийти, позвонить, набрать. Сейчас же вот подобного рода будки, они используются для каких-то экстренных случаев. То есть, если у кого-то сердечный приступ, вы должны будете принести человека сюда, желательно. Там, может быть, кто-то перепил в пабе и случилось что-то ужасное. Его переносят сюда. Здесь находится набор для дефибрилляции. Вы должны будете позвонить здесь в экстренную службу 999, попросить связать вас с оператором, сказать, что это медицинская чрезвычайная какая-то ситуация. Дальше просто следовать инструкциям, и вам дадут код, с которым вы сможете открыть эту коробку и, наверное, дать разряд бодрости человеку, которому это очень требуется. Это здешний музей. Друзья, сегодня нам посчастливилось найти открытый музей, который здесь находится, и мы зайдем вовнутрь, и я постараюсь вам рассказать, что в этой деревне было на протяжении разных исторических эпох. Давайте, следуйте за мной. Проходим внутрь. Здесь, получается, местные жители рассказывают про историю этого города, про улицы, которые есть. Здесь тоже есть ветеранский клуб, который здесь представлен. Получается, здесь разного рода экспонаты тех времен Первой и Второй мировой войны. Вот. Победные реляции. 45-й год газета. Само здание раньше было частью монастыря. Этот монастырь был разрушен в ходе реформации. И постепенно это стало часовней. Раньше это был монастырь капуцинов. Вот их одежда. В этой деревне тоже местной легендой является капитан Джош Эйстон. Он, в принципе, создал марку машины MG. Первая модель называлась Thunderbolt. История создания. Здесь раньше была вилла. И вот такие вот находки здесь были произведены в начале 1900-х годов. Здесь на ферме были раскопки, были найдены монеты, остатки разных амфор.
приспособлений, разное для строительства, разного рода остатки от этой виллы, которая раньше здесь была. Как я и говорил, это когда-то раньше было частью католического монастыря. Здесь вот просто описана история того, что с этим местом происходило. Вот как бы генеральный план того, что здесь было. И мы находимся где-то, если я не ошибаюсь, где-то вот здесь. Пойдем наверх. Здесь уже все более в такой викторианской эпохе. Мера весов. Вот интересно, как раньше взвешивали продукцию. Можно видеть эти грузила. Они довольно тяжелые, я бы сказал. Сколько это? 7 лб. Кто знает, напишите в комментариях, сколько это. Вот. Тоже Fire Engine. Fire Engine — это машина пожарной. И таким образом, в принципе, подключались к местному водопроводу и качали воду, если надо было заливать пожар водой. В таких кувшинах разливалось раньше пиво. Как вы видите, до сих пор рабочий аппарат. Музей на самом деле не особо большой, но зато, в принципе, можно зайти и минут 15-20 времени уделить, узнав немножечко о истории этой деревни. Я уверен, что подобного рода места могут обогатить историю любого места. Это всегда интересно знать свои корни. Как и в любом другом городе, здесь есть такая вот стела. Посвящена она солдатам, погибшим во Второй мировой войне. 8 мая люди, как правило, сюда приходят, чествуют героев, каких-то предков, родственников, которые отдали свои жизни за свою страну во Второй мировой войне. Вот. Если вы посмотрите, это более такие классические дома. Сверху они набиты соломой, и их связывает такая металлоконструкция, скажем так, металлическая сетка, которая позволяет их держать. Вот это вот второй паб, который здесь есть. Это уже паб, называется Wheatsheaf. Это бренд. Сам паб управляется компанией Greeny King. Сеть пабов раскинута по всей Англии. Ну, здесь все стремится к такому укрупнению. Крупный бизнес берет такие маленькие пабы, грубо говоря, вытесняет аутентичность. Такой вот дворик паба. Вы тоже можете отпраздновать там какой-то день рождения свой. Можете обратить на качество дорог. Это норма для Великобритании, и чем дальше, тем хуже. Потому что сейчас страна испытывает очень большие проблемы. Кстати, что можно заметить, название большинства домов называется там, не знаю, угол, угловой коттедж или как-то по-другому. Здесь не так часто можно встретить именно нумерацию в таких поселках. В основном это какие-то старые названия. Люди относятся с уважением какой-то к истории местности, и местный совет даже не позволит вам как-то переименовывать дома, потому что они не соответствуют какой-то историчности. Дома здесь также иногда топят, как вы видите, древесиной. И вот особенно этой зимой, ну, из-за событий на Украине, многие так и предпочли сделать, потому что довольно дорого топить, не топить, а отапливать свое помещение, используя свет или газ. И если вы живете в деревне, то, естественно, у вас есть возможность где-то найти дровишек, сэкономить себе на отоплении. А отопление здесь довольно дорогое. Стоимость отопления может доходить до 200-300 фунтов. Поэтому здесь вот так вот можно как-то сэкономить. Если проходить так дальше, мы уже будем постепенно выходить в более новые аллеи.
Там дома будут совсем новые. Эстетически они очень красиво выглядят с внешней стороны. Но многие из домовладельцев, они очень часто жалуются на качество. Вам совершенно точно придется менять сантехнику, потому что она довольно некачественно выполнена. Вам надо будет какие-то дополнительные ремонтные мероприятия проводить. Когда вам строят такой дом, то первый владелец этого дома должен будет положить ковер сам, и потом в дальнейшем этот уже ковер продается вместе с домом. Здесь вот автобусная остановка, как вы видите. Вот так вот можете даже взять книгу, почитать, пока вы что-то ждете. А ждать вам в действительности придется очень долго, поскольку автобусы здесь ходят крайне редко, там раз в час, два, бывает в 3. Автобусный транспорт здесь очень неразвит. Скажем так, у Англии очень богатая автобусная история, и вы можете очень часто встретить и найти себе автобус в каком-нибудь большом городе. Но если вы живете в маленьком поселении, без автомобиля вам буквально никуда. И очень часто вот многие из моих друзей совершают такую ошибку, что переезжая в какое-то место, они стоят, ждут автобуса, но если вы не видите здесь никакого знака, какой номер автобуса обслуживает эту автобусную остановку, значит вы никогда, в принципе, своего автобуса так и не дождетесь. Тут можно перейти. У многих у англичан такие маленькие свои семейные подряды, занимаются разного рода ремонтами крыш, мойка окон, подстрижка газонов, какой-то архитектурный дизайн, может быть. Особенно здесь хорошо получают сантехники, которые работают на себя. Зарплата у них может быть от 60-70 тысяч фунтов в год. Но вы не забывайте, что 70 тысяч в год — это не чистые на руку деньги. Вам примерно надо будет еще отнять 20%. В некоторых случаях, если это уже какая-то сверхсумма, то 30-35% с вашей зарплаты уйдет на налоги. Потому что здесь прогрессивная шкала налогообложения. Когда вам говорят, что зарплата здесь 75 тысяч, на руки вы получаете 40-45. Опять же, совы. Это какой-то неофициальный символ этой деревни. И здесь вот можно посмотреть какие-то на объявления, кому требуются волонтеры. Вообще, с волонтерами здесь очень любопытная история, потому что вы можете быть добровольцем в разного рода организации, и благодаря этому вы будете получать какие-то скидки по налогам, либо какие-то более другие приятные бонусы, которые позволят вам сэкономить. Поэтому, когда вы становитесь людьми более старшего возраста, немало из этих людей устраиваются волонтерами, а и не получают зарплату, потому что если бы они получали зарплату, то это как-то бы сказывалось тоже на их пенсии. В этом я не совсем на 100% разбираюсь, но знаю, что волонтерам здесь быть не только морально выгодно, если вы хотите как-то улучшить свою репутацию в деревне, но и тоже выгодно финансово. Вот здесь уже более новая аллея, как вы видите. Люди здесь живут такой размеренной, беззаботной жизнью, можно так сказать, беззаботной. Как я и говорил, кирпичные такие постройки. Нередко приходится переделать внутри. Стоимость таких переделок ремонта могут достигать 20-30 тысяч, в зависимости от того, что необходимо переделать. Поэтому, если вы покупаете первый свой дом, в котором еще никто не жил, новостройка, то очень важно проверять качество того дома, который вы покупаете. Не смотрите только на какую-то визуальную составляющую этого места, но тоже смотрите и на качество, потому что здесь строят дома по принципу иногда тяп-ляп и готово. Здесь дорого стоит сама земля. Эти дома, они в принципе стоят 200-300 тысяч в зависимости
от того, какая квадратура, сколько там комнат. И получается так, что если вы покупаете какой-то дом, то вы скорее платите не за сам дом, а за землю и за возможность владеть этой землей. Как вы видите, здесь мусор тоже складируется весь, он рециклируется. То есть зеленое это пластик, черное это какой-то бытовой мусор, еда, и коричневое это сельхоз, какие-то растения, травы, если вы выбрасываете. И компания, которая забирает этот мусор, если она увидит, что вы как-то пренебрегаете, не производите селекцию качественно, она может просто ваш мусор не взять. Либо они могут взять и потом прислать вам письмо с предостережением, а затем и штраф. Поэтому люди здесь стараются следить за тем, что выбрасывают. Пластик обычно идет в таких белых пакетах, а оставшийся мусор в черных пакетах. И это немного разнится от того места, где вы имеете свой дом. Ну, то есть, если это какая-то деревня, возможно, там правила могут слегка отличаться. Как вы видите, здесь такие тропинки всегда вас выводят в какое-то более фермерские угодья. Здесь обычно люди гуляют с собаками, проходят вокруг деревни, там ранним утром. Ну а весной здесь обычно идет засев полей и сбор урожая. Сейчас, наверное, мы пройдем, и я запишу вам немножечко из жизни местного паба. Посмотрите на цены, посмотрите на атмосферу, постарайтесь ей как-то впечатлиться. Все-таки примечательным фактом Великобритании является ее архитектура. Это просто неоспоримый факт. Но мне довелось на самом деле жить в таких домах. Летом вы не почувствуете никакой большой проблемы в проживании в таких местах. Эстетика действительно присутствует. Когда вы живете в таком доме, вы сразу чувствуете историю этого места. Но с другой стороны, зимой из всех щелей, из всех возможных дыр вы будете чувствовать сквозящий ветер, холод. И не сможете ничего с этим сделать, поскольку здание историческое. Поэтому ремонт в нем невозможен. Или возможен только косметический. Поэтому, приобретая такие строения, вам нужно очень четко быть уверенными в том, что вы действительно хотите это место. Так, друзья, как я вам и обещал, сейчас попробуем посетить паб, посмотреть, какие там цены, и разделить атмосферу паба воскресным вечером в Великобритании. Мы сейчас в пабе. Пьем вот такой напиток. Это не реклама алкоголя. Это может быть безалкогольный сайдер или безалкогольное пиво. В моем случае это пиво называется пирони, безалкогольное. Пинта мне обошлась в 6 фунтов. Подобного рода пабы работают не всегда, по каким-то отдельным часам иногда, потому что они всегда ориентируются на аудиторию. Вот и меню. Как мы видим, здесь стартеры от 7 фунтов. Стартеры, они всегда могут включать суп с каким-либо хлебом. Главные блюда — это рыба. Мы живем все-таки на острове. Также может быть курица с картофелем или с салатом каким-то. Это обойдется вам уже целых 22 фунта. Все-таки есть что-то в этой английской культуре паба. Какое-то питье. В этом и плюсы всей этой культуры, в том, что ты можешь как-то отметить со своими друзьями какое-то небольшое событие. Тебе не надо собрать в аренду. Но, естественно, в последние годы стоимость таких пабов, там, допустим, такую пинту, где-то 600 миллилитров,
любого алкогольного, безалкогольного напитка может доходить до 2-3 фунтов. Поэтому, это все-таки уже немного дороговато. Поэтому все больше людей предпочитают сидеть дома, заказывать это на дом. Но все-таки суббота и воскресенье это все-таки дни, когда вы идете куда-то с друзьями, провести время, даже хотя бы вместо 2-3 пинт потратить 1-2. Какая-то средняя английская зарплата позволяет. И сама такая атмосфера такого пропитого заведения, где пахнет стейком, где пахнет пивом, где очень шумно. И вы можете заметить, что здесь довольно шумно на бэкграунде. Она все-таки позволяет тебе расслабиться как-то, немного отучиться от всех своих дел в голове, и немного расслабиться вместе со своими друзьями, отдохнуть. Вот такие фермы здесь. Постройки 16 века. До сих пор живут тут люди. Хотя, если честно, я бы не стал рисковать. Посмотрите уровень стен. Здесь так будет виднее. То есть довольно, на мой взгляд, опасненько. Да и тем более не знаю, что тут творится с такими окнами зимой. Английские зимы здесь довольно холодные, несмотря на то, что температура всего 1-2 градуса, но здесь очень высокая влажность. Такая вот высота. Расточные трубы теперь сделали. Да. Все выводится вот так вот. Не совсем на дорогу. Варламов здесь был бы, наверное, счастлив, потому что это идет в землю. И вот так вот ухоженные садики. Тоже видно, что мы все-таки в старой части этой деревни. Такая архитектура была принята в Англии в 16-17 веке. Поэтому вы можете видеть здесь, смотрите, какие декоративные узорчики, довольно старые конструкции, такие фонарчики. Вот мы и в школе. Школы в Великобритании на самом деле, они начинаются с 4 лет. То есть как только вашему малышу исполняется 4 года, или вашей малышке, то добро пожаловать в школу. Мы видим там какую-то небольшую детскую площадку, может быть, не всю, наверное, а скорее всего вот такое футбольное поле. Скамеечки. Когда здесь тоже проходят разного рода школьные фестивали, где дети могут приготовить лимонад, продавать его, что-то зарабатывать. Что примечательно, как вы видите, у нас здесь в лесах пасутся барашки, лошади. Это вообще, кстати, одна из визитных карточек Великобритании. Здесь многие леса и территории, которые есть, они, это частная собственность. Смотрите, какие дикорастущие кустарники. Невероятно. Вековая крапива. Если так можно выразиться. Так. Куда нас дорога ведет? Здесь вот такое растение, я даже не знаю, что это. Друзья, кто знает, что это, пишите в комментариях. Такой вот лес. На самом деле нечастая история в Великобритании. Здесь очень мало деревьев и слишком мало таких аллей
Там можно выйти, где была бы просто, ну, реальная лесополоса. Вот в этой деревне она окружена вот таким вот, такой дикорастущей зеленью. Посмотрим, что еще здесь можно будет найти. А прямо за моей спиной одна из самых древних дорог Великобритании. Эта дорога называется Ричвей. Ей пользовались еще с времен бронзовой эры, и поэтому она считается самой древней. Было найдено немало подтверждений тому, что люди еще с бронзовой эры предпочитали использовать эту дорогу. Почему она была так важна? Поскольку из-за британской погоды здесь часто был дождь, и вся эта местность, именно низменность, была довольно болотистой. Поэтому люди предпочитали передвигаться именно по хребту. А так как этот хребет тянется довольно на длительной дистанции, примерно 40-50 километров, люди использовали эту дорогу. Вот наткнулся на такую вот пешеходную тропу. Сейчас посмотрим, как все это работает. Посмотрим, как можно здесь прогуливаться. В основном здесь прогуливаться с собаками. И просто, если хотите немного подышать свежим воздухом, можно пройти немножечко в такой лесополосе. Зимой здесь некоторый разлив местной речки, поэтому вся эта аллея, она, ну, по бокам, она, получается, заполнена водой. Но ближе к лету здесь, получается, вода отступает. И вот у нас, получается, такой проход есть через такую лесистую местность. Посмотрим, какие у нас здесь растения и птицы. Получается, здесь есть какая-то джелли-ир фунджи, пару обитателей этих леса птичек данок и блутит. Фазан тоже есть. Все, что здесь представлено, получается, здесь обитает и растет. Кстати, уровень здесь приблизительно, ну, небольшой. Ну, приблизительно сколько? Наверное, полметра или 30 сантиметров. Приблизительно так. Здесь есть гнезда для птичек. Таким образом можно выйти из своего дома, постепенно пробравшись через дикую природу. Так, вот здесь есть какие-то подделки местные. Так вот, пробравшись через местную природу, можно выйти, очутиться в другой стороне деревни. И вот как раз здесь есть детская площадка для детей. Открывается дверь, и люди могут так вот пройти дальше. Вот здесь такой замочек. Так, надо нащупать. О, открыли. Друзья, мы на фестивале. Фестиваль, в принципе, время в середине или в начале лета, когда каждый может хорошо провести время, насладиться стейком, жареным хот-догом, посмотреть на старые раритетные машины. Как вы видите, это сейчас и происходит за мной. Вот так, в принципе, здесь все и происходит. Народ собирается, смотрит на разного рода машины, на разного рода школы. И потом просто с этого уже и начинается потом поход в местный парк, где каждый может насладиться едой, пивом, послушать музыку. Вот это, в принципе, замечательная английская традиция. Так, ну, готово почти к битве. Сейчас посмотрим, чем это
кровопролитие закончится. Все уже, в принципе, проинформированы. Все, тренировка заняла 5 минут. Вот эта битва. Просто невероятное зрелище. Невероятное актерское мастерство. Некоторые падают просто без никакого удара. Враг оказался слабее. Наша команда детей просто разорвала их всех в клочья. Кто-то там еще сопротивляется, но... Видите, да? По-моему, тут еще есть остатки вражеского войска. Или остаток один. Все, дети загрызли там этого чемпиона. О, победа! Ну вот это вот суровая жизнь викингов. Если кто-то хочет что-то по дешевке купить, здесь тоже есть барахолка. Довольно выгодные предложения. Можно купить себе брендированные вещи там за 10 фунтов. Допустим, это будет 3 футболки. Ну, 10 фунтов это где-то $12. Вот. В принципе, для Великобритании очень хорошие деньги. Так, если вы уже покопались по барахолке, тогда можно будет пройти и посмотреть тоже машины. Обычно выставляются раритетные автомобили также, которые проходили парадом. Проводится конкурс на то, у кого машина круче в этом году. Сейчас я вам все покажу. Вот такой вот Chevrolet. Как я понимаю, 57-го года. Что за машина? Nissan Figaro Coupe 89-го. Такая вот. Это MG марка. MG это уже машина, которая здесь производилась в Великобритании. Это их личный бренд. Теперь вроде она обанкротилась и была выкуплена китайскими компаниями. Они уже тоже есть, но вот это старые модели, они вот, грубо говоря, уже не выпускаются. MG Magnet ZB 56-го. Вот такая вот красота. Ровер. Красавица просто. Buick Roadmaster. Остин Раби 1936 года. Такая вот машинка. А те, кто хочет сразу плавать на рыбалке, пожалуйста, можно проехать по городу покататься. Тут даже номер есть. Сел и поехал. Ну а если вы фанат гоночных марок Мафии, вот, пожалуйста. Машины часто в жизни, конечно, не увидишь. Вот как раз таки фестивали — это отличное место, когда можно будет просто прийти, посмотреть, что за машины, какого года, посмотреть живую классику, можно так сказать. Иногда даже купить прямо на месте. Поэтому фестивали довольно интересное место для людей с разными интересами. Вот на таких, на поездах когда-то занимались добычей угля. Если вы стоите рядом, она вот вообще на дровах работает, это видно. Выглядит в очень хорошем состоянии, хотя этому механизму, наверное, уже лет 100. Кем там выпущено? Р. Хорнсби и сыновья. Гренам, Великобритания, Англия.
Фестиваль — это очень хороший момент для всей общины, которая рядом, для людей с соседних деревень. Приехать, провести время вместе, поучаствовать в томболе, разного рода лото. Для местных заведений, маленьких ресторанчиков и кафе, они здесь вот тоже выставляют свои палатки. Ну, каждый может заработать, насладиться кухней. Кухня здесь разнообразная, не только английская, но и индийская, пакистанская, карибская также кухня. Вообще с разных уголков мира, разного рода повары, которые имеют здесь поблизости свои какие-то рестораны или небольшие кафе, они приезжают сюда, выставляются, продавают свою продукцию, оставляют там какие-нибудь карточки на скидки. И вот так вот здесь все наслаждаются погодой летней и довольно по неброским ценам приобретают себе что-то покушать, покупают какого-то рода безделушки. Вот, допустим, вы идете так и подумали, вот всю жизнь мечтали, почему бы не иметь шляпу? И все, дело в шляпе. Тоже любят чайные такие наборы для того, чтобы попить чай. Там ставят разного рода булочки, пряники. Все это идет как 5 o'clock tea. Вот так вот с наслаждением можно провести время за очень дешевые, на очень маленькие деньги купить себе какой-нибудь чайничек, даже вот китайский, за 4 фунта, за 3. Вот такие сеты по 15 фунтов стоят. Местные скауты зарабатывают вот таким образом. Скауты — это что-то вроде молодой пионерии. Они устраивают такие чаепития с какими-нибудь булочками. Платишь 6 фунтов, и вот скаутское движение зарабатывает на этом деньги тоже. Вот неплохой способ заработать. И вот скауты там обслуживают старичков, наливают им чай и вот зарабатывают таким образом. Можно принести свой мед или свои какие-нибудь варенья. И вот так вот продать. Все. Вот номер телефона я вам и email адрес оставляю. Можете заказывать. Маринованный лук, мармелады, джемы. Может, кому-то нравится деревянная посуда. Вот тут тоже все. Ходят местные викинги, докапываются, говорят, почему не даете процент какой-нибудь нашему викингскому движению. Нравится вам еще конфеты? Здесь вот, пожалуйста, любой ассортимент на выбор. Есть вам тут и нугат, карамель, шотландский таблет, конфеты на любой вкус. Вот алкоголь, к примеру, ром со специями, либо джин. Пожалуйста, 40 фунтов бутылка. Ром с шоколадом. В тентах тоже можно найти разного рода активность. Люди продают какие-то свои подделки, безделушки. Поэтому можно так сказать, что все, что здесь происходит, это вот просто большая благотворительность отчасти. Люди собирают деньги, потом передают их на благотворительные организации. Здесь довольно много разного рода занятий. У каждого свой стеллаж. Каждый занимается каким-то рода подделками. Вы посмотрите, какая красота. Бомбочки для ванн. Там продают одни вот старички. Здесь свитера. Дома кто-то сделал открытки. Подает открытки. Кто-то рисует. Делает такие вот инсталляции птиц. Традиционная английская еда. Хот-доги, жареная картошка или с рыбой. Посмотрите, вот вся эта очередь, это на fish and chips, а другая очередь, вот такая вот очередь, где-то вот последний чувак, не последний, а крайний, вот так вот она и заканчивается, вот там.
Если хочешь пиццу, можно постоять вот с 102 можно стать где-нибудь вот тут. На данный момент кто-то сейчас запускает в небо птиц и рассказывать про этих птиц, поэтому можно понаслаждаться видом птичек. Вот они здесь тут так летают. Пока человек там рассказывает про этих птиц, они где-то здесь в небе делают круги. И потом по приказу возвращаются на базу. Я решил заказать блинчики с сыром и бекончиком. Сейчас посмотрим, как они мне все это приготовят. Всего это стоит 6 фунтов. А пока тут группа настраивается, можно попробовать поесть это крепе. Ну, в принципе, блинчики с хэмом и сыром. Вкуснотища. Особенно если целый день ходишь. Такое горяченькое, прямо с плиты в рот залетает. Очень вкусно. Правда, стоит дороговато, 6 фунтов. Но что поделать, цены здесь такие. Одним только блинчиком насладиться невозможно, поэтому взял себе вот такой набор. Афрокарибская кухня, курица с рисом. Группа пока отдыхает, мы здесь сидим на таких вот соломенных стогах. Посмотрим, чем это закончится все. I'm not gonna be an optimist about this. Whoa. But if you close your eyes. Thanks very much, guys. Также можно побродить по деревне викингов, посмотреть, как викинги жили, посмотреть на их быт, нравы, культуру, разного рода исторические общества. Здесь остаются жить в палатках на следующие пару дней. И любой желающий может зайти посмотреть, чем викинги лечились, что ели, что пили, как сражались. Здесь все это доступно. Все ходят в костюмах традиционных. Можно подойти, поспрашивать, узнать что-то новенькое для себя, узнать что-то из истории, посмотреть, как здесь происходила вот эта вот социальная жизнь. И, в принципе, таким образом культурное наследие дальше как бы распространяется. Люди проинформированы, знают о своих предках. Кто увлекается историей, здесь найдет себе, скажем так, много чего интересного, что можно подчеркнуть. На этом все. Это был арт-фестиваль. Поэтому хотите, приезжайте. Довольно смертельное место. Но проведете хорошо время. Всем спасибо. Спасибо за просмотр. Ставим лайки, подписываемся. Оставляйте комментарии, как вы проводите ваше лето. Увидимся.
Поле нам